Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз и Таро расклад. Что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время. Что ждет вас, мои дорогие тельцы, в начале лета? Может быть, это с 1 по 10 июня, то есть самое начало июня. Хотя я допускаю, июнь у нас таков, что границы, они нечеткие, может что-то сдвигаться. До конца июня Марс в вашем знаке зодиака. И это, знаете, когда была какая-то идея. Но здесь мы ее оформляем так более четко. То есть, что нам действительно в реальной жизни может помогать, да, осуществить этот план. Ну, а что может быть и не жизнеспособно. Вот давайте мы с вами рассмотрим. И первая колода 78 дверей. Открыты двери или закрытые? Что вам нужно услышать прямо сейчас? Конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Что скрывает будущее? Какие двери, возможно, вам не нужно с усилием открывать, да? Ну, а может быть, есть те вопросы, которые, ну, потребуют подбирать ключи к ним, да? Первые три карты достаем, как три знака судьбы. На второй колоде Таро. Первая карта у нас будет называться «Неожиданности», что будет неожиданно для вас и что вас удивит на начало июня. Ну, может быть, какая-то так сложится обстоятельства или конфигурация. И с первой картой это будет связано. Это неожиданные контакты. С чем, с кем будут вот как раз эти неожиданности, удивления связаны или что прояснится по ходу, может быть, развитие событий. И к чему приготовиться, к чему все идет на протяжении июня. Достанем с вами карту, что будет меняться. Где, в чем, в какой сфере произойдут перемены. И что ждет в личной жизни тельцов в начале лета. Ну и финансы также. Что вас ждет? Что по финансам? Итак, давайте знак судьбы. Открыты двери или закрыты? Что помогает или что может помешать? Вообще, это карта девятка кубков. Посмотрите, шикарная карта. В основном это денежная карта. Вот нам как тот человек, который доволен. Вот вы чем-то довольны. И у вас такая конфигурация будет в июне. Вот правда, я подробно не останавливаюсь. Кому интересно, перейдите на мой сайт, вы можете прочитать там статью «Гороскоп» именно на июнь. Есть отдельный гороскоп на июнь именно для тельцов, потому что там такие вибрирующие энергии, когда и вот карта в тему выпадает. Вы могли, к примеру, в течение мая решить какой-то, знаете, такую больной вопрос, больную проблему. Пусть это не на 100% и легко. Тут, скорее всего, или работать кому-то пришлось очень много, или какие-то лазейки искать. Ну, трудности были, одним словом. Но в конечном итоге вы как-то смогли выкрутиться или смогли что-то решить, какую-то задачу, которая поначалу могла выглядеть вообще неразрешимой. И это прекрасное состояние вам дает самоуверенность. Но иногда идет эта самоуверенность самонадеянностью, и поэтому вот такой тонкий элемент, когда, ну, нельзя замечтаться. Деньги есть, деньги будут, но тут, видимо, вообще финансовая тема для вас, мои дорогие тельцы, может быть темой номер раз. Давайте еще одну карту. Вообще закрытых дверей нет. Тут как раз по деньгам более чем все хорошо. Но иногда ведь мы говорим, это карта эгоиста. То есть вот хочу сделать так, как хочу. А тут, скорее всего, гибче быть, но деньгами. Вот правда, не закройте какие-то двери по умеренности. Только лишь потому, что, ну, вы считаете свое мнение очень правильным. Не поссорьтесь с кем-то, кстати, чтобы перед вами двери не закрылись. Какой-то вопрос у вас, да? Один, может быть, решился? Иногда, когда мы решили сложную задачу, нам кажется, я могу все преодолеть. И это по самодостаточности так это очень хорошо как бы проходится, да, вот это событие, когда мы чувствуем собственную силу. Но еще не все вопросы у вас решены. Вам что-то придется продолжать, и вот совершенно другие энергии, как будто двери не откроются. Это старший аркан. Они откроются ровно тогда, когда это как предназначено, предначертано. Пока вот кувшины не наберутся водой, как будто эти двери ты не сможешь, телец, открыть. Поэтому тут, с одной стороны, может быть, по финансам
вы решили какую-то задачу. Или пусть это по недвижимости, тут у кого что. Или пусть это вообще с чем-то с другим связано, да. Но вот есть какая-то тема, которую вы решили. Но осталось послевкусие. Или остались какие-то детали, которые недорешены. Махом одним тут не решишь, телец, нам говорят. Ну да, это для твоего блага. Поэтому будьте гибче от начала до конца. И куда-то не торопитесь, вот карта говорит. У вас все сложится в то время, когда это будет необходимо. Десятка пентаклей как дом на ветвях. Это может означать, кстати, смену маршрута. Уран у нас в Близнецах. Могут меняться в течение не только на начало июня, а вообще надо на более долгий срок приготовиться к тому, что меняться маршруты, могут меняться расписания. Могут меняться ваши приоритеты, собирались в одно место, поедете в другое, или никуда не поедете, вот я такого тоже не исключаю. И это не потому, что кто-то там на вас давит, а вот именно ваша какая-то целесообразность, какой-то ваш план. Ну и в принципе это нам и говорят на начало июня. Я лично для вас, немножко забегая вперед, скажу вам, что вторая половина июня будет для вас более динамичная. Ну, тут у кого как. У кого-то это 2-3 дня, да, начало июня проиграется. А динамика идет уже, может быть, 5-й, 6-й, 7-й день. А у кого-то это будет именно вторая половина. Мы все разные. Но все это изобилию, процветанию, счастью, к решению какой-то очень такой комплексной проблемы или задачи идет. Второй знак судьбы. По сути дела, только вот именно в спешке в какой-то не нужно находиться, а так закрытых дверей нет. Вы что-то узнаете, какую-то тайну, да? Как войдете в какие-то двери, куда не могли войти раньше. Но вот по этой карте именно как бы дверь закрыта, но только не для тельца. Может быть, она откроется через какой-то срок. Но именно в этой колоде вы правда что-то узнаете. Вы можете сами, как я уже сказала, переиграть свои планы. Вы можете столкнуться с тем, что у какого-то человека планы могут измениться. Но вам почему-то это во благо, мои дорогие. Поэтому не бойтесь, мои дорогие тельцы, отойти от своего какого-то первоначального плана. Это факт. Слушайте свою интуицию. О себе много не говорите. Может быть, имеется в виду, даже будут те персоны, которым интересно узнать о вас что-то поподробнее. Я не исключаю, кстати, для кого-то из вас может произойти неожиданное знакомство, когда вы совершенно не собирались, да, вы можете оказаться в общности людей или в каком-то коллективе, или при каких-то обстоятельствах, когда произойдет важная встреча. Хотя астрологически это может быть больше вторая половина или даже конец июня. Где-то нам гороскопы предупреждают и говорят, ты тут вообще не торопись, телец, даже если новые люди, а на протяжении последующих 7 лет Уран в Близнецах, вы неизбежно столкнетесь с тем, что кто-то как уходит из вашей жизни, но придут новые люди. Какие-то гештальты вы закроете, и у вас как будет круг общения меняться. Но это на более продолжительный период. И кто-то из вас может это прочувствовать в июне. Когда, да, я как будто, у меня появляются друзья, может быть, или у меня появляются новые знакомые. Но тогда Верховная Жрица конкретно говорит: храните, телец, о себе тайну. И даже если кто-то пытается выведать, распытать, умей промолчать. Может быть и так. Или те планы, которые вы построите на более далекий период. Или здесь может быть какое-то, знаете, как контактное лицо, я не исключаю, к которому вы не знаете, как относиться. Тогда тоже не торопитесь. Третий знак судьбы. Приготовьтесь, что будет какое-то сведение. Оно может быть связано, ну, к примеру, на работе. Меняется руководитель, меняются приказы, меняются законы, может быть, и не с работой. Это может быть аркан, башня, это всегда какая-то система. Система или вот то, как было раньше, как это работало, да. Пусть это график работы у кого-то проиграется так, а у кого-то это будет связано с документами. Раньше вы думали, вы можете оформить именно таким образом. Здесь вы можете, ну, увидеть, что нет, вот так не нужно. Или нужно действовать по-другому. А ведь для кого-то из вас эти правда может проиграться так. Собирались в одно место, а так складываются обстоятельства, что поедете как-то по-другому. Сменить маршрут можете. Или вам по этой карте как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И прообраз башни, ведь это когда-то как тюрьма.
С одной стороны, какие-то препоны рушатся для вас. Точно, вам, смотрите, второй старший аркан в этой позиции. Но у нас еще и Верховная Жрица. У вас будут неизбежно в июне. Но плюс-минус тут у каждого свой срок. Те вопросы, когда вам придется что-то переделать совершенно не так, как вы первоначально предполагали. Будьте просто к этому готовы. И как ни странно, в этом будет именно заключена ваша фортуна. Ведь это успех. И где-то две карты, они подразумевают скорость. То есть, смотрите, куда-то мы не торопимся, но наступает момент X, когда куй железо пока горячо. Сегодня это хорошо, а завтра это уже может быть опозданием. Поэтому приготовьтесь, какая-то часть июня, это точно будет для вас активной. А что это такое? Еще один старший аркан. Вот вообще ничего не рассказали. Ну, старшие арканы можно рассказывать до бесконечности, но ведь это по старшим арканам может проходить любая сфера жизни. У кого-то деньги, у кого-то взаимоотношения, у кого-то вот именно дом, вопросы дома решаются. Именно теперь, и я такое могу тоже предположить, потому что у нас тут конфигурация Венеры, Юпитера, вот все то, что символизирует достаток, и плюс Марс, который дает возможность реализовать тот план, который прежде был не реализован, но с поправками, с каким-то новым видением, с новыми, может быть, и возможностями, или как минимум с новыми методами. Но сейчас вам, как высшие силы, помогают. Поэтому куда-то и не торопимся, но где-то надо вам не опоздать. Для вас это, посмотрите, карта мага. Карта мага будет говорить о том, что все силы, практически все стихии в ваших руках сосредоточены. Ну вот, видимо, быть гибче, все же это великий практик, маг. И, может быть, вам совершенно будет необходимо перестроить самих себя, рассмотреть какие-то альтернативные методы. Может быть, приступить к какому-то новому делу, новой должности. Может быть, это по отношениям тоже что-то меняется. Вы можете получить какое-то сведение. По аркану маг это у нас иногда проходит конкретно, пусть не в этой колоде, люди, которые рождены под знаком зодиака Близнецы или Дева. То есть управитель Меркурий. О Близнецах у нас сейчас Уран. И где-то мы видим, потому как у нас еще выпадает колесо Фортуны и башня, что сама судьба, да, тут может ситуация касаться именно денег, потому что Уран в Близнецах, ну, это второе ваше астрополе, дом гороскопа, который отвечает за финансов. Может быть, именно, пусть даже через взаимодействие с человеком, или когда вы узнаете, что меняются либо планы у человека, либо законы меняются, и вам нужна какая-то новая конфигурация. В зависимости от этого вы будете предпринимать какие-то действия. Ладно, пойдем с вами дальше. Что вас удивит? Что будет для вас внезапно, неожиданно? Получение денег, опять же, мои дорогие. То есть тут финансовые вопросы каким-то образом у вас решаются, ну, как продвижение. Есть и предупреждение, кстати, не потратить деньги. Может быть, вот аркан умеренности для кого-то проиграется банально. Вот, правда, прочитайте гороскоп на моем сайте. Потому что может быть такое желание потратить деньги. Ну, как бы купить то, что вы мечтали. И вроде бы к этому будут предпосылки, сумма какая-то будет. А нам говорят, нет, тебе сейчас пространство помогает. Ты потом можешь пожалеть, если, ну, как спустил эти деньги. Или вложил не туда. Поэтому я бы сказала, что удивит тут правда. Может быть какое-то финансовое поступление. Пусть это ваш бизнес. Или по работе какие-то бонусы. Может быть это какая-то помощь. Да, ну как... может быть, и по работе, как премия там, да, или какие-то, ну, доходы, которые приходят, возможно, и от ваших близких все-таки десятка пентаклей выпадает, как поддержка, да. Возможно, и вы решили, опять же, финансовую ситуацию и чувствуете себя, ну, на коне, правда, такое может проиграться. Давайте я все-таки, что вас удивит, что по части финансов. Очень добрая карта, но вот внимание к деньгам – это факт. Тебе как будто эту сумму или какой-то свой проект финансовый придется несколько корректировать с учетом того, что будет меняться, то, что ты узнаешь в июне. И более того, это то, что ты сейчас телец выбираешь, это будет продолжаться как минимум лет 10. Какой-то марафонский забег вы делаете. Вы знаете, тут может совпасть изучение какого-то нового направления.
или нового способа заработка. Здесь может быть как вторичный доход. Для кого-то из вас это может проиграться как, ну, вы что-то будете менять. Был первичный, может быть, место, как вашего дохода, как работа, да, а вы какой-то проект затевали или уже имели. Но здесь тоже будет, да, что-то меняться. Или будет буквально меняться, когда вам придется отправиться, может быть, в банк. Все-таки Уран в Близнецах на вас оказывает влияние таким образом. Уран все дробит. Когда хранили деньги в одном месте, а тут нет, лучше в другой банк переложу. И не в одной валюте, а в нескольких. Ну вот есть тут какие-то перемены, причем с таким прицелом на далекий период жизни. Ладно, с кем, с чем это связано? Или что же прояснится? Вот неожиданные контакты какие? А ведь и правда, приготовьтесь. Неожиданных контактов, как я говорила, может быть и встреча с каким-то человеком, да? Может быть, это вам как раз помогает какой-то человек. Но вот эта карта доброй трансформации. И сама по себе это как новость. Я говорила, вы получите какую-то новость. Либо от человека, либо, может быть, это и в средствах массовой информации. И здесь буквально нужно действовать быстро. Я об этом тоже говорила. Значит, тут есть возможность что-то прояснить. По крайней мере, вот как раз Марс в вашем знаке зодиака и дает вам эту возможность как минимум прояснить. Определиться с чем-то, чтобы потом жизнь пошла с правильной ноги. И вы фундамент сейчас строите в течение июня. И само пространство вам помогает. Где-то будут и ускорения. Вторая, может быть, половина июня, но у кого-то начнется значительно раньше, когда вам придется корректировать как и планы, а может быть и взгляды на жизнь. Давайте узнаем, так как к чему же приготовиться, к чему все идет в течение июня, но это вы сами. Просто карта подтверждает все то, что я уже сказала. Ведь это часто, когда мы из какого-то бардака и хаоса отстраиваем порядок. И здесь может быть связаны вопросы и место жительства, и финансы. Ну, это где-то, если купля-продажа, мы тоже можем свести к финансам. Есть здесь и близкие люди, есть здесь и какое-то общение. Но есть еще и обстановка вокруг вас, которая тоже будет на вас, ну, как, может быть, и давить. Я такого не исключаю. Заставлять вас корректировать планы. Будьте к этому готовы вообще в течение июня. Что будет меняться? Вы сами измените планы. Тройка жезлов. Вы сами будете что-то корректировать. Карта будущего. Вот, видимо, с тем, что произойдет в июне, у вас будут связаны... И, кстати, это будут вопросы, которые могут совпадать, каким образом, откуда к вам приходят деньги. Или это может меняться как концепция вашей работы. Где-то я об этом сказала, что будет меняться. Еще одна карта. Посмотрите, как здорово. Вот вообще это редко бывает. Причем самые две такие карты важные, емкие, которые на благополучие. Да? Девятка кубков и десятка пентаклей, мои дорогие. Поэтому для вас, мои дорогие любимые тельцы, вот эти перемены, не отворачивайтесь от них. Не отворачивайтесь, может быть, ведь мы никогда не знаем. Смотрите, карта башня. И мы часто говорим, что это, знаете, как какой-то такой момент, который нам не нравится, который нас может даже ранить, который, ну, все-таки башня, разрушение какое-то, если мы говорим системы. А мы к этому привыкли уже. Это себя самих надо перестроить или на что-то решиться, на какой-то первый шаг, а он будет означать успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И в конечном итоге ваши правильные решения к изобилию, процветанию, может быть, осуществлению какой-то вашей мечты с таким вот марафонским забегом лет на 10. Шикарно, хочется сказать. Вас ждут добрые перемены. Что ждет в личной жизни? В начале лета, а тут что-то нужно по справедливости. Старший аркан. Здесь я не исключаю, что человек или какие-то вопросы, которые, может быть, прежде, ну, к примеру, люди, общение. Ну, тут нам всегда как по судьбе, это карта кармы. Могут возвращаться люди, кстати, в вашу жизнь. И это очень символично. В вашу жизнь могут возвращаться не только вот теперь, да, июнь. Но здесь может быть какая-то в затяжку история, которая вплоть до октября. А то еще и у нас ретро-Плутон до середины октября. А там уже будет у нас еще и с конца июля присоединяться
ретро-Сатурн, поэтому для кого-то до конца года будет, возможно, какая-то тема по личной жизни, которую вы будете решать. Тут нельзя ускорить. Старший аркан — справедливость, причины и следствия. Тут все произойдет в свой какой-то момент. Но здесь может быть и так. Это, знаете, когда вы что-то сделали хорошо, пусть руками других людей, вам приходит помощь. Но, может быть, и как на доработку, какую-то нашу ошибку судьба нам возвращает, чтобы мы эту работу над ошибками произвели. Любовь. Есть какой-то человек в вашей жизни, который будет занимать ваш ум. Есть и взаимодействие. Есть и то, что не прекратится. То есть вот по аркану, опять же, правосудие, тут развивается какая-то история по небесным законам. И понятно для тех, кто в паре, здесь могут быть вопросы, которые вы решаете сообща. Для тех, кто один или одна, повторюсь, может быть судьбоносное знакомство. Следующая карта. Финансы. Хотя нам тут, по-моему, весь расклад тельцам про финансы. Ох ты, император. Все серьезно. И аркан правосудия. Может быть, на финансы вам придется какие-то важные договоры подписывать. У кого-то банально важный отчет по финансам составить. И тогда нужно все перепроверить, чтобы было в согласии с законом дважды, мои дорогие. Вполне вероятно, вам придется пересматривать, ну, как статьи дохода, потому что организовать свою жизнь придется как-то по-другому. Здесь может быть и человек как контакт, контактное лицо, который наделен властью, ведь эта карта где-то нам говорит, ну вот если башня, мы сказали, система где-то иерархии, то карта император — это сила, власть, порядок, но точно так же это высокопоставленные чиновники, какие-то офисы. Значит, задумка тельца, она будет идти во взаимодействии, как сделать что-то и правильно, и по закону, может быть, и оформить. Возможно, вам придется по документам, именно это будет касаться финансов, может быть, и банков. Я такое тоже не исключаю. То есть это все равно какая-то структура, финансовая структура. Вот какое-то правильное взаимодействие вам нужно будет выработать. Будьте к этому готовы. Ну и понятно, подписывая какие-то бумаги, документы, вот свой порядок, если мы говорим, королева Пентаклей из хаоса создает порядок. Так вот этот порядок новая организация может означать, просто старший аркан, когда вы перестраиваете свою финансовую систему, как иными словами, дебет, кредит. Может быть, это для кого-то из вас будет связано еще одновременно с личной жизнью, или, может быть, с вашей помощью, или вам кому-то помощью, но здесь как будто... Может быть, ведь и правда для кого-то из вас решение вопросов по личной жизни. Когда дома, например, такой есть император, который генерал на параде, говорит, как вам маршировать. И тогда что? Хочется спросить. С кем-то будет примирение. Или будет найдена такое, знаете, среднеарифметическое, когда и волки сыты, и овцы целы. Какой-то такой... Вам придется проделать шаг. Ну, я вообще надеюсь, что мира будет больше. Но и правда, и в вашей жизни-то по финансам. Нам ведь тут только что сказали, да, что будет меняться. Ваше благополучие, благосостояние. И конкретно на финансы это может означать, что новые перспективы перед вами открываются. Но это требует не подзастрять в собственных предубеждениях, а быть, мои дорогие, гибким императором. Потому что есть две вещи, на которые мы не влияем. Обстоятельства — раз, и людское мнение — два. Но вот если правильно провзаимодействовать, слушайте свою интуицию, то в любом случае на финансы тут какой-то очень красивый сюжет перед вами может открываться уже в июне. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии, поддерживаете мое творчество, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Там собран весь мой контент, как и сайт, так и 3 канала на YouTube. Все ссылки в описании под видео, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.